На сегодняшний день в сфере искусственного интеллекта есть абсолютно разные модели. С одной стороны, у нас есть полностью закрытые модели, проприетарные, которые крутятся где-то там в облаке и требуют, чтобы им заносили деньги за подписку. Это, например, модели от Anthropic или OpenAI и так далее. С другой стороны, у нас есть открытые модели, которые можно загрузить к себе, запускать локально и даже использовать в коммерческих целях, если это позволяет лицензия. Что, на мой взгляд, очень круто. Но вот эта открытость, она не так однозначна, как хотелось бы. Поэтому сегодня мы посмотрим на два варианта таких открытых моделей. Модели, которые называются open weight, то есть с открытыми весами, и модели, которые open source, ну то есть с открытыми исходниками. Для конечного пользователя разница между этими терминами может казаться незначительной и больше философской, но для меня это все-таки вопрос важный, поэтому сегодня разберем плюсы и минусы каждых из этих видов. Надеюсь, вам что-нибудь из этого будет полезно. Если что, приходите на огонек в комментарии, пообщаемся. Может быть, вы меня чему-нибудь научите или что-нибудь полезное расскажете. Буду очень рад этому. Ну, а сейчас переходим к рассмотрению этапов, как разрабатывается модель и как это все соотносится с этими терминами open weight и open source. Для того, чтобы создать модель, конечно же, нужно набрать набор данных. Чем больше, тем лучше, потому что современные модели требуют большого объема данных. Это могут быть тексты, изображения, аудио, видео. Собранные данные желательно очень, чтобы были подчищенные, то есть обработанные вручную. Нужно убрать шумы, нерелевантную информацию, ошибочную информацию оттуда и оставить только чистый набор данных, который корректный, особенно фактуально, который потом можно использовать для обучения модели. Процесс обучения, он обычно более фундаментальный, связан с тем, что есть подходы определенные, исследования. Можно найти многие элементы этого обучения и этих исследований в открытом доступе. Работы есть научные на эту тему. Это небольшой такой секрет, но тем не менее это все еще сопровождается определенным кодом, который возьмет набор данных и преобразует его в саму модель. Ну а сама модель — это просто какой-то файлик условный, в котором будет написано, какие слои имеют какие веса и так далее и тому подобное. Кроме этого, конечно, архитектура играет роль, и там тоже указывают это обычно. Это уже нужно для движков типа вот Llama CPP того же, чтобы запускать эти модели потом. Так вот, различие между OpenWeight и Open Source в том, что OpenWeight модели дают вам возможность доступа именно к этим весам. Ну, то есть эти веса в открытом доступе находятся, поэтому они называются OpenWeight. Без того, чтобы иметь в открытом доступе веса, невозможно было бы запускать модель локально. А open source модель считает, что кроме самих весов нужно еще и публиковать набор данных, который был использован для обучения, и сами алгоритмы, в том числе и работы, которые связаны с обучением этой модели, чтобы вы при необходимости могли полностью восстановить эту модель из набора данных. Да, не все далеко модели публикуют набор данных и обучение. Если вы посмотрите на крупные модели типа Qwen и Gemma, вы для них увидите только веса. Обучение, какие-то исследования вы сможете найти еще, но вот набор данных вам никогда не покажут. Связано это с тем, что набор данных, который они используют, часто был взят не совсем легальным способом. Это были либо серые, либо вообще черные зоны юрисдикции, когда они забирали без спроса материалы, например, из каких-то архивов, из сайтов, из видео, которые публично распространялись, но у компании не было права их использовать для обучения моделей своих. При этом open-source модели, очевидно, они соблюдают все лицензионные ограничения, которые есть, и пользуются только тем набором данных, который им был разрешен к использованию. Вследствие чего есть большая разница. Open-source модели обычно натренированы на намного меньшем объеме данных, чем open-weight модели, которые могут использовать любые данные, которые им захочется, потому что они их потом не публикуют и даже не рассказывают, какие они были. Что приводит к качественной разнице между одними и другими. Чуть дальше мы об этом поговорим. Но вот эта вот история с терминологией, которую притащили из классической разработки, вот это вот open-weight модели изначально очень любили называть open source моделями, и это именно и привело к тому, что специалисты в индустрии стали формировать какое-то понимание о том, как же правильно интерпретировать эти
термины. Действительно ли, если вы просто положили веса и опубликовали, это уже open-source модель? Ну, по их мнению, это не так. И в частности, вот Open Source Initiative, ребята оттуда посидели, так подумали, да, как должно быть. Вот давайте. 4 принципа должно соблюдаться искусственным интеллектом, в частности моделями, для того, чтобы считать то, что это open source. Первый принцип– это использование. Вы должны иметь возможность использовать систему, ну и модель для любых целей, без того, чтобы спрашивать разрешение и получать какие-то ограничения. Это к тому, что многие модели сейчас, например, включают какие-то этическо-политические ограничители, и поэтому не могут считаться open source просто инструментом. Второй принцип– это вы должны иметь возможность изучить, как эта модель работает и как ее результаты были сформированы. И это полезно именно для того, чтобы понять, если вот вы сейчас работаете с моделью, это сейчас вообще галлюцинация или это действительно фактуальная информация, которая была в каких-то источниках. Многие модели не предоставляют такой информации, это вообще очень редкая сейчас вещь. Будем надеяться, что, двигаясь в будущее, будет больше понимания о том, откуда конкретная модель взяла какие данные. Модифицировать. У вас должна быть возможность изменять модель так, как вам нужно, и менять, например, данные, которые на вывод вы получаете. Четвертый принцип– это возможность распространять эту модель без или с изменениями для любых целей. Опять же, вот этот последний пункт про распространение более-менее сейчас уже для мейнстримовых моделей закрыт, потому что они стали использовать лицензии типа Apache и MIT, которые подразумевают то, что вы можете действительно под такими условиями распространять модели. Но все остальные, типа модификации, изучения и использования, под большим-большим вопросом. Особенно модификация. И одна из причин, почему стали вот делать, разрабатывать эту терминологию и вводить понимание для AI, использования, изучения, модификации и распространения, потому что некоторые компании не совсем честным образом писали, что, мол, вот у нас open source software теперь вот есть, вот, пожалуйста, наша моделька – это open source software. Просто потому, что там, например, лицензия была, которая обычно связывается с open source software, типа Apache, MIT и других. Или просто потому, что они в публичный доступ веса выложили. Что, конечно же, не до конца корректно, и вот поэтому Open Source Initiative сделали такую разработку в виде терминологии особой. Засветилась в этом и достаточно крупная компания типа OpenAI. Я не могу сказать с большой долей точности, так они имели в виду или нет, но вот у них есть название GPT-OSS моделей. Вот эта часть OSS, то есть для человека, который уже поработал в разработке, это сразу значит Open Source Software. Но ни в каком документе, ни в публичных выступлениях я нигде не видел, чтобы они говорили то, что это действительно значит Open Source Software. Что значит этот OSS? Для меня загадка. Если вы знаете, напишите, потому что мне очень интересно, что же это значит такое, потому что я расшифровки это так и не нашел. Мне кажется, это маркетинговый ход и одна из вещей, с которой борются в Open Source Initiative. Для того, чтобы подчеркнуть то, что все не так просто, и вот эти все термины, они все смешиваются, перемешиваются и требуют формализации какой-то, как это делают в OSI, приведу пример с сайта агента Килла. Даже не доходя до этого сайта, скажу, что я сам даже сейчас часто путаю многие термины из-за того, что вот вся эта среда с нейронками, она слишком свежая еще. Многие не устоялись еще вещи в голове, чтобы считать то, что да, это вот это, а вот это вот это. Например, в видео про Climb, предыдущее, которое у меня было, я говорил там агент и модель в некоторых случаях взаимозаменяемы, что абсолютно некорректно. И я отлично знаю то, что агент – это программная прослойка, которая общается с моделью. Модель через этого агента получает доступ к внешнему миру и к инструментам, которые можно запускать и так далее. Но все равно делал эту ошибку, что иногда говорил модель, когда подразумевал агент, или агент, когда подразумевал модель. Так вот, у ребят из Килла, ни в коем случае их ни в чем не обвиняю, просто говорю о том, что бывает такое вот в природе можно увидеть. Есть такой, например, чарт «Лучшие open source и open weight модели в 2026 году». Переходим. Лучшие open source модели ранжирования 2026. Open source, подчеркиваю здесь, да? JLM 5.2.
лицензия MIT, но это open weight. Minimax M3, лицензия своя кастомная, open weight. Kimi K27, то же самое. DeepSeek, Qwen, DeepSeek еще раз, ту-ту-ту-ту-ту. Все они не open source. Там нету ни одной open source модели. Окей, хорошо, дальше смотрим. Open source модели для разработки, сравненные по бенчмаркам, да? Ни одной open source модели. Вот так вот. Лучшие open source модели для каждого use case. Вот, кстати говоря, если вам вообще, в принципе, чарты нужны, вот можно здесь посмотреть, какие там популярные сейчас есть модные, стильные, молодежные модели. И все, что угодно здесь можно найти, но только не open source модели. Ну, к их чести, ребят из Kilo, они дают термины, что open source — это действительно полностью открытые модели, которые и используют веса открытые, и открывают вам доступ к коду для тренировки, к набору данных и документации. Ну, то есть приблизительно то же, о чем я говорил в самом начале на своей схемке. И open weight у них — это, в смысле, ты просто можешь загрузить и запустить, но исходный тренировочный код, датасеты могут быть непубличными. То есть понимание, но все равно часто можно встретить то, что подмена понятий где-то происходит не по злому умыслу, а просто потому, что они еще не настолько устоялись. Как пример open-source моделей, они тут приводят OpenCoder, StarCoder 2 и IBM Granite Code. Из этих трех IBM Granite будет самым, наверное, известным. Не скажу, что это модель, которая действительно, в моем понимании, претендовала бы сейчас на open-source, но она ближе находится, чем многие другие, тем более, чем Gemma и Qwen, например, к понятию open source. Модель известная, потому что, во-первых, имя, компания. Во-вторых, они тут рисовали красивые в свое время бенчмарки, на которых у них их Granite 30B побеждает Gemma 4, 31B, Granite 8B побеждает у них Gemma 26, A4B. Сомнительно. Модель не такая хорошая, чтобы так хорошо, красиво рисовать бенчмарки, но на то и бенчмарки они, попугаи, которые придуманы и которые на самом деле к реальности отношения часто имеют мало. Гранит именно потому и хорош, что он засветился где-то хотя бы в мейнстриме. Есть на Анслоте даже в их каталоге моделей страничка для гранита. Они тут много чего не рассказывают, но хотя бы рассказывают про то, как запускать, какие там они рекомендуют параметры для запуска типа температуры, топ-K, топ-P, контексты и так далее. Но ничего большого здесь не найти. Из своего опыта могу сказать то, что я работал с гранитом, но только не с 30B моделью, а с 8B моделью. Самая большая проблема этих моделей в том, что они не думают. У них нету блока reasoning, и это исключительно инстракт типа модели, то есть они делают сразу без того, чтобы что-то думать. Есть в этом плюс, есть в этом минус. Если вам это подходит, и вы знаете это хорошо. Если нет, и вы все-таки привыкли к более мейнстримовым моделям типа Gemma, опять же, тех же самых Equen, которые думают и размышляют, гранит, наверное, все-таки не для вас. Я когда с ним работал, OpenCode, например, любит все равно симулировать размышления. Он запускает отдельного субагента, который делает explore. Он изучает, какие есть возможности для реализации того, что у него спрашиваешь, и потом делает небольшой summary, отдает в основного агента, с которым вы общаетесь. И вот это такой хак, который используют для того, чтобы обойти проблему того, что эта модель не рабочая. Я в Granite 8B, когда работал с Granite 8B, пробовал дать ему задачку, когда мне нужно было несколько файлов привести к одному виду. И говорю ему, вот, есть файлы, давай сделаем. Он говорит, не проблема, давай, сейчас вот такой формат сделаем, все приведем к одному виду. Я думаю, класс, все работает, поехали. И он мне взял и все файлы заменил на как раз вот этот шаблон, который он мне изгенерировал. То есть там не было того содержания, которое я ожидал, там просто был вот этот вот болванка шаблона, который он мне предложил. То есть вопросы к этой модели еще пока. Но, тем не менее, у них есть хотя бы источники, они рассказывают свои, откуда они получают данные. Тренировочного кода я, правда, не видел их, но хотя бы источники есть, и это уже хорошо. Из более серьезного подхода, который похож на настоящий open source, это, конечно, модель Olmo.
Особенно Olmo 3 сейчас вот у них популярная. У них есть варианты 32B, 7B, у Гранита, к слову, тоже там варианты в 30B, 7B и, по-моему, 3B есть, но она совсем маленькая. Вот у Олма приблизительно такая же разбивка 32B и 7B. Мне не нравится, что они именно так структурируют объемы, то есть неплохо было бы получить модельку какую-нибудь на вот 27B, например, чтобы она конкурировала с Квен и Джемой, но делают вот так. Наверное, рассчитывают на какие-то устройства типа 5090, где у вас уже 32 гигабайта VRAM, но у меня нет доступа к таким железкам, поэтому я не проверял. А квантизация, если даже квантизировать кэш, я квантизировал кэш в Q8, Q5.1, дает мне на вот том же самом Граните 30B всего 40 тысяч токенов, поэтому я даже не стал смотреть это на агентах. Это очень мало. И просто приводит к тому, что агент уходит в бесконечный цикл саморизации, в моем случае, и не может выполнить задачу. Возвращаясь, я ушел немножко, возвращаясь к Olmo, неплохие модели вроде как, у них даже уже есть Think модель, не только Instruct варианты, что прекрасно, это больше похоже на классическую историю современную, но я читал то, что неоднократно было подтверждено, неоднократно подтверждали, что 32B Think это слишком думающая модель. То есть настолько много уходит контекста на эти размышления, что модель просто его съедает. И это частично проблема ее современная. Наверное, она решается очень большим контекстом, но, опять же, на 32B большой контекст не выделишь, а на 7B сама модель недостаточно серьезная, чтобы на ней какие-то серьезные рассуждения искать. Вот. Если вас интересуют источники, у них есть неплохая работка, Olmo 3, на архиве лежит. У них тут есть и ссылки на гагуфы. Давайте я чуть-чуть побольше сделаю. На гагуфы с их модельками, которые можно достать. Не на гагуфы, а на Hugging Face, извините. Есть ссылки на данные, которые использованы были для тренировки, и на код для тренировки. Что очень важно и как раз соответствует тому пониманию настоящего open source, который вот у меня, например, в голове есть. Так что, если вам интересно, вот, тоже от Анслота, кстати говоря, есть гагуфы. Можно загрузить, посмотреть. Если кому-то пригодится, будет круто. Ну, а сейчас переходим к тому, почему я вообще завел весь этот философский монолог и что затриггерило меня для этого. Я перед тем, как выпускать предыдущие ролики, немножко напильничком дорабатывал сабы. Потому что там иногда неправильно написаны названия терминов, какие-то странные слова получаются из латиницы и кириллицы одновременно. В общем, какая-то чушь, и я вот иногда, чтобы хотя бы термины там правильные были, подпиливаю напильничком это все дело. Чтобы не заниматься вручную этим, я подумал, а почему бы не загнать вот эти все, мою аудиодорожку, получившуюся в Whisper, и там просто посмотреть на сабы. Ну, вот вы видите на экране их сабы не то, чтобы прям супер получились. Вот Llama CPP неправильно, Llama сервер неправильно, Llama Swap неправильно, Client превратился в Client. Ну, в общем, вы поняли. Самое интересное начинается, если вы посмотрите в конец этих сабов, которые сгенерировал Whisper. Вот. Здесь начинается все со слов, которые я действительно говорил. Спасибо огромное за внимание и хорошего вам дня. Пока. А дальше я ничего не говорил. Там тишина была. Субтитры сделал Дима Торжок. Продолжение следует. Я сериал, что ли, делаю? Что это такое? Как это работает? Очень специфичная штука. Ну, я думаю, поищу-ка я в интернетах о том, что это такое. И вот, конечно же, есть сайт целый, посвященный этому феномену. И тут есть описание, что это не человек, субтитры сделал Дима Торжок, это галлюцинация и распознавание речи. Модели Whisper от OpenAI. Когда в аудио наступает тишина или шум, модель не молчит, а додумывает текст. Чаще всего подпись автора субтитров, которой на самом деле нет. Никто эти субтитры не делал. Но вот вопрос, галлюцинации ли это или нет. И на мой взгляд, это не галлюцинация. Это проблема набора данных.
Потому что, если там еще почитать, там есть информация о том, что вот Whisper натренирован на 680 тысячах часов аудио, который в том числе был взят, скорее всего, из пиратских каких-то раздач и из ютубов, например. И это просто грязный датасет. Потому что если вспомнить какие-нибудь сериалы, вот когда на экране написано «to be continued», в аудио никто ничего не говорит, там просто тишина, но в сабах написано «продолжение следует» на русском. Есть же такое? Есть. Или вот, например, релиз-группы какие-то выпускают, пиратские раздачи свои, какие сериалов, например, и там тоже пишут каких-нибудь релиз-группы. Это данные, которые были грязные, которые никто не очистил, и к которым из-за того, что это open weight модель, у нас теперь доступа нет. Мы не можем просто взять, пойти, найти все эти места, где там продолжение следует, субтитры сделал, релиз-группа такая-то, еще что-то. Мы не можем найти эти куски, и мы не можем их убрать. А если бы могли, то мы могли бы уже бы это сделать и перетренировать модель заново, чтобы у нас был Whisper 2, например, какой-нибудь, не знаю, или там свои названия модели, типа Turbo всяких и так далее, не знаю, Turbo 2 у нас была бы модель какая-нибудь, которая уже не имела бы такого изъяна. Вот. Поэтому мне кажется, что open-source модели в будущем будут более важными и занимать больше места. Пока они еще слабенькие, пока есть, вот, конечно, минусы именно из-за того, что набор данных им нужно свой обосновывать и рассказывать, что это за набор данных. Они не могут пользоваться всем тем набором данных, которым можно было бы пользоваться. С другой стороны, опять же, какие-нибудь модели, которые только open weight, имеют шумы в своих наборах данных, грязные данные, которые не почищены и которые просто приводят к тому, что фактуально некорректные данные генерируются. Вот. И исправить мы это никак, к сожалению, не можем, пока сами разработчики не пойдут и не почистят исходные данные. Как-то так. Ну а на этом все. Вам спасибо огромное за внимание. Если у вас есть что добавить или вы хотите меня подкорректировать где-то, добро пожаловать в комментарии. С удовольствием пообщаюсь. Еще увидимся. Пока.